Привет, буду начинать новую торговую сессию. Вижу, что рынок у нас сейчас довольно-таки сильно летает. Это плюс для моей торговой стратегии, она лучше себя показывает на таком рынке. Также я видел, что есть несколько монет, которые только сегодня залистились. Там также повышена волатильность и думаю, точно получится заключить парочку интересных сделок. Начинаю я с баланса в $99. Это такой же баланс, как я закончил вчера торговлю. И повторюсь, риск на сделку у меня составляет 3%, риск на всю торговую сессию 10%. Открыл первую сделку. Увидел, что монетка у нас движется в определенном диапазоне. В принципе, настроение у нас более лонговое, но в данный момент мы находимся в некотором откате. Мы плавненько начали двигаться с зоны сопротивления, понемножку идем вниз. И тут у нас много раз любой рост быстренько вкатывали. Вот был первый рост, его сразу же вкатали, типа был второй рост, третий, четвертый. И каждая попытка отрасти постоянно продавалась и сильно давит вниз. На этом фоне мне показалось, что трейдеры более будут склонны открывать шортовые сделки, потому что роста никакой не происходит и постоянно нас давят вниз. На этом фоне я открыл против шортистов лонговую сделку. И как мне кажется, тут какие-то стоп-лоссы за ближайшие минимумы мы должны сходить собрать. И на этом фоне для меня это был знак для открытия сделки. Посмотрю, пойдет ли в нашу сторону. Поставлю сейчас take profit где-то на обновлении максимума. И подождем результата. Все-таки происходит импульсное движение вниз. И нас закрывает здесь. Первая сделка закрылась в убыток. И буквально сразу же после того, как меня закрылось здесь по стоп-лоссу, импульсное движение вверх к значениям там, где я ставил take profit. Ну, такие сделки тоже бывают. Бывает, закрывает сделку в убыток и буквально секунд через 20 летит к профиту. Ничего страшного. Зашел в новую позицию. Возможно, здесь я зашел чуть раньше, чем нужно, но в любом случае уже открыл. Сейчас посмотрим на результат. Открывался я здесь с логикой такой, что мы находимся в лонговом движении. Монетка стоит в определенном диапазоне. Сейчас мы отскочили от уровня поддержки и понемножку движемся вверх. И как мне показалось, в этом моменте трейдеры будут заходить по тренду и попытаются словить, скажем так, небольшое еще движение вверх. Но в процентах получится довольно-таки неплохо. Буквально от обновления ближайшего максимума это даст уже 2% движения. И в принципе здесь можно заходить по тренду, попытаться словить обновление максимума, потому что мы к нему понемножечку поджимаемся. И на этом заработать. Именно поэтому я здесь открыл шортовую сделку против таких трейдеров. Но здесь я уже так смотрю, можно было поставить стоп-лосс чуть подальше и зайти на объем чуть поменьше. Потому что у нас также есть тут фактор, который играет нам на руку. Максимумы постепенно обновляются. И складывается впечатление, что здесь в теории также может быть обновление максимума. Именно поэтому я зашел против тренда, скажем так, открыл шортовую сделку. И вполне возможно, что хочу взять где-то 1-2% движение вниз на сбор стопов всех тех, кто заходил вот в этом диапазоне здесь на небольшом вот этом накоплении. Нас, похоже, сейчас закроет. Тут я решил не наглеть и взять только 1% движение вниз. Потому что, хотя тут в теории можно было и посидеть, логика есть в этом, но решил не наглеть и взять просто небольшое движение. Свой маленький take profit забрал. Открыл новую сделку по вот этой вот монетке. По ней я уже заходил. И тут логика сейчас абсолютно такая же. Как мне показалось, что трейдеры вот в этом накоплении, в котором мы стоим сейчас, будут заходить на продолжение движения, открывать сделки по тренду. И я открывался против них, и как мне кажется, тут в теории у трейдеров была возможность поставить короткий стоп-лосс за ближайший минимум
и брать потенциально обновление максимума и движение по тренду вверх. Против них я открыл шортовую сделку, но у нас, к сожалению, в этот раз закрылась она по стоп-лоссу. Открыл я первую часть сделки по монетке BR. Она сегодня очень сильно растет. И сейчас я зашел пока на половину своего стандартного объема, то возможно сейчас и на полный объем зайду, посмотрим. Но она очень волатильная, поэтому я пока зашел на первую часть. Сейчас мы находимся на максимумах. Она подошла, скажем так, к своим максимумам и немножечко остановилась. Не было никаких резких откатов, не было ничего такого предвещающего, что монета пойдет дальше вниз. И на этом фоне мне показалось, что большинство трейдеров будут заходить по тренду и попытаются словить продолжение движения вверх. Но похоже я ошибся, и все-таки монетка действительно пойдет вверх, и возможно да, нас здесь закроет. К сожалению, эта сделка также закрылась по стоп-лоссу, хотя я и не очень хорошо объяснил логику входа, но уже особой смысла нет, потому что словил здесь убыток. Открыл еще одну сделку. Тут у нас было сильное очень накопление, монетка двигалась в определенном диапазоне, и в какой-то момент случился очень сильный прострел вниз, процентов там на 8-10, и сейчас мы находились в небольшом откате. В моменте мне показалось, что это движение не должно просто заканчиваться двумя свечами, все-таки может пойти еще какое-то небольшое хотя бы движение вниз, какой-то откат и еще что-то. И поэтому некоторые трейдеры могут заходить на продолжение движения вниз. Я зашел здесь против них, открыл лонговую сделку. Тут у трейдеров, тех, кто попытается шортить, есть возможность поставить короткий стоп-лосс, зайти с минимальными рисками и в теории словить большое движение вниз. Зашел я против них, попытаюсь поставить свой take profit там, где они ставят свои стоп-лоссы, и буквально взять какой-то небольшой импульс вверх. Все-таки резкий импульс вверх случился, и сейчас нас, скорее всего, закроет по take profit. Сделка получилась довольно-таки неплохая, быстрая, буквально там минуты 2-3 в ней посидел. Монетка долу очень сильно летит, и, наверное, открою я здесь еще одну сделку. Мы видим, что после остановки на максимумах цена особо никуда не откатилась, и дальнейшее движение вверх начинает продолжаться. На этом фоне у трейдеров есть возможность открыть быструю сделку в шорт, поставить минимальный стоп-лосс за ближайший минимум и ловить потенциально большое движение. Я, правда, здесь зашел с очень коротким стопом и, к сожалению, меня выбило. Да. Тут эта сделка получилась у меня в убыток. К сожалению, она в любом случае у меня получилась бы в убыток. Вот все-таки движение вверх какое-то пошло. Но нужно было поставить чуть дальше свой стоп-лосс, зайти на меньший объем. Открыл я еще одну сделку по монетке Prompt. Она очень сильно сейчас растет, и в какой-то момент мы начали замедляться и останавливаться на максимумах. Сейчас я быстренько выставлю нужный объем для закрытия сделки. Мы начали плавно поджиматься вниз, и мне показалось на этом фоне, что трейдеры будут заходить, открывать шортовые сделки и попытаются ловить нисходящее какое-то движение, либо же просто словить откат захотят. Именно поэтому я открыл здесь лонговую сделку в тот момент, в который была возможность зайти с коротким стопом и потенциально ловить большой откат. Я зашел, открыл в лонг, и все-таки небольшой импульс случился, буквально на 2%, и это движение я забрал. Эта сделка у меня только что, вы видели, буквально там несколько секунд длилась и закрылась в take profit. Открыл еще одну сделку. Монетка у нас сейчас очень сильно падает, и в какой-то момент появились первые зеленые свечи. И, как мне кажется, трейдеры, которые хотели пытаться ловить здесь какой-то отскок, откат, либо же разворот, начнут на первых зеленых свечах
понемножку набирать позиции. Также мы подошли к определенному уровню поддержки, и в теории вполне возможно, что здесь будут открываться лонговые сделки трейдеров. Я хочу взять небольшое движение вниз, буквально на сбор тех стопов, кто здесь открыл лонговые сделки. Но, кстати, мне не нравится, что монетка очень быстро идет. И вполне возможно, что каким-то сквизом нас все-таки здесь может забрать. Okay, let's go. К сожалению, сквизом первым нас не забрало, поэтому нужно смотреть и действовать по ситуации. Возможно, если начнется откат вверх, придется закрывать руками, потому что все-таки сквиз случился, но, к сожалению, нас сразу же не забрало. Но нет, все-таки все прошло отлично, и, в принципе, анализ был верен. Все-таки пошло движение вниз, и всех тех лонгистов, которые заходили в этом накоплении, мы удачно закрыли. Рынок сегодня очень волатильный, я вижу это по количеству сделок, по ситуациям, потому что монетки очень сильно летают. И, как я сказал ранее, количество сделок у меня намного больше, чем в обычной торговой сессии, поэтому я уже немножко морально начал подуставать. Думаю, нужно прекращать данную торговую сессию и подводить какие-то итоги. Потому что если я продолжу торговать, то чувствую, моя эффективность будет намного ниже, чем как только я открыл терминал. Поэтому давайте заканчиваем мы с балансом $104. Получилось парочку процентов к балансу добавить. Ну, в принципе, довольно-таки неплохая. Но на каких-то качелях у меня одна сделка в плюс, одна в минус, плюс-минус, плюс-минус. В итоге вышли небольшой плюс. И я думаю, важно вовремя остановиться, вовремя прекратить, чтобы не сделать только хуже. Поэтому останавливаемся на таком результате. И до завтра.